Всем привет, давайте я сразу перейду к делу, потому что вы видели на превью конечный результат. Печенье по этому рецепту получаются мягкие и нежные. Здесь у меня 200 грамм масла комнатной температуры, добавляю я 10 грамм ванильного сахара и 200 грамм обычного сахара. И теперь добавлю еще сюда обязательно щепотку соли. Соль всегда усиливает вкус печенья. И теперь с помощью миксера все хорошенько перемешаем. Взбил я миксером ингредиенты, теперь я сюда добавляю 3 столовые ложки меда. Мед у меня был засахаренный, поэтому я его растопил на паровой бане. Добавляю сюда цедру одного лимона. Натер я лимон на мелкой терке. И добавляю сюда 2 яйца. Теперь из специй я сюда добавлю пол чайной ложки мускатного ореха и пол чайной ложки корицы. И теперь с помощью миксера все это хорошенько опять перемешиваем. Все я перемешал, и теперь добавляю в 3 этапа муку. Муки у меня здесь ровно 500 грамм. В муку я добавил 1 чайную ложку соды. И теперь с помощью миксера начинаем замешивать тесто. Вот я перемешал 1 порцию, добавляю еще треть порции и опять с помощью миксера замешиваем тесто. Все, добавляю я третью оставшуюся часть муки и уже замешиваю рукой, так как миксер уже не справляется. Тесто по этому рецепту у вас должно получиться мягкое и слегка липнет к рукам. Муки у вас уйдет 500-550 грамм в зависимости от качества муки. Теперь разделяю тесто я на 2 кусочка, беру целлофановый пакет и убираю в 2 пакета эти 2 кусочка и убираю в холодильник. Даем этому тесту застыть, где-то на часик, на полтора. Тесто я слегка рукой расплющиваю и стараемся, чтобы в пакете у нас было как можно меньше воздуха, чтобы тесто у нас не сохло. Прошел у меня ровно час, тесто у меня застыло, и теперь очень удобно с ним работать. Стол я присыпал мукой, и теперь раскатываем наше тесто. Толщиной 0,4-0,5 мм, то есть тонко тесто не надо раскатывать. Теперь я беру форму. Форму я буду брать круглую. Вы берите ту, которая вам больше всего нравится. Это уже без разницы. Самое главное, это у нас приготовление теста. И теперь делаю вот такие вот печеньки. Вот такие вот печеньки у меня получились. Теперь лишнее тесто я собираю. Его ни в коем случае, конечно же, выбрасывать не надо. Будем из него дальше делать печенье. На противне я постелил пергаментную бумагу. Выложил сюда печенье, у меня получилось 16 штук. И теперь отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 5-10 минут. Все зависит от вашей духовки. Если у вас электрическая с конвективкой, то вам будет достаточно 5 минут. Если у вас обычная газовая, то 10 минут. Печенье у меня готово. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 45 штук. Фишка этих печенек в том, что они долго остаются мягкими, нежными и свежими. Так что готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Не забывайте поддержать мой канал, поставить палец вверх, подписаться на мой канал. Всем пока-пока.